ЦАП-усилитель наушников ESS9281 Pro с выходной мощностью 70 мВт при 32 Омов, с приятным стильным дизайном, качественной сборкой, топовыми материалами, поддержкой MQA, поддержкой наушников с микрофонами CTIA, RGB световой индикатор и поддержкой фирменного приложения. Как вы уже поняли, все это можно прочесть в рекламе к ЦАПу под названием HiBy FC3 MQA ESS9281 Pro. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в небольшой упаковке с уголком, на котором есть название модели и бренда. Выглядит она неплохо. Пакинг отличный, все дошло в целости и сохранности. В комплекте мы имеем сам HiBy FC3, гарантийный талон, сертификат качества, краткое руководство, ваучер для подписки с промокодом, наклейку Hi-Res Audio, кабель с USB-A на Type-C, обыкновенный кабель с Type-C на Type-C. Чехла в комплекте нет. Габариты ЦАПа 45,2 на 13,6 на 8,7 мм. Он довольно легкий и компактный. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на мой личный телеграм-канал скидок и взаимопомощи. Везде все полезно. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к обзору. В продаже есть серебристая и красная расцветка. У меня на руках новая ревизия данной модели. И внешний свисток слегка отличается от того, что производили ранее. Дизайн устройства минималистичный, без лишних деталей, выглядит оно аккуратно. Ко всему, ЦАП выполнен из металла с матовым покрытием. Только с одной из сторон имеется глянцевая часть. Качество материалов отличное, к сборке претензий нет. Из-за габаритов его можно брать с собой куда угодно. В паре со смартфоном он особо не мешается. На корпусе же расположили разъем для наушников на 3,5 мм, наш любимый мини-джек с поддержкой наушников с микрофоном CTIA. Механическая качель регулировки громкости и переключение треков с зажатием. Кнопки play-пауза нет. И это плохо. Отмечу, что регулируется 30-ступенчатая встроенная шкала громкости, а не громкость на устройстве, к которому он подключен. Далее есть название модели с тиснением, разъем Type-C для подключения как к смартфону, так и ПК. К слову, в кратком руководстве есть QR-код для скачивания драйверов под ЦАП. Последнее, что можно найти на корпусе, это RGB световой индикатор. Красный свет горит, если устройство подключено, но музыка не воспроизводится. Синий свет горит при воспроизведении от 32 до 48 кГц. Зеленый при воспроизведении от 88 до 192 кГц DCD64. Светло-зеленый свет горит при воспроизведении от 352 до 384 кГц DCD128. Фиолетовый горит при воспроизведении песен MQA с 4-кратным декодированием. ЦАП ESS9281 Pro, выходная мощность до 90 мВт на 32 Ома. Данный свисток не имеет внутреннего аккумулятора, значит потреблять энергию он будет от устройства, к которому он подключен. Энергопотребление составляет около 5 вольт 500 ампера, что довольно мало. При отключении наушников от ЦАПа он автоматически выключается, что хорошо сохраняет заряд смартфона. Имеется сертификация Hi-Res Audio. HiBy FC3 является ЦАПом, усилителем для наушников. Ему можно подключать к компьютерам, смартфонам, плеерам и подобному. У меня со всеми устройствами он работает хорошо. Никаких проблем я не встречал, только при подключении к ПК. Чтобы работал микрофон у наушников, вам необходимо будет драйвер установить. Приложение HiBy Music для того, чтобы слушать музыку отличного качества при первичном подключении ЦАПа с открытым приложением, у вас появляется окошко, в котором нужно будет предоставить доступ к устройству. В случае, если не предоставить доступ к устройству, можно будет воспроизводить музыку и в других приложениях. Но софт Tidal, через который можно слушать музыку в высоком качестве в России, официально не работает. Конечно, можно обойти систему и оформить подписку Tidal, ну или пользоваться другими сервисами. Интерфейс приложения в целом удобный, перевод русский, но не полноценный. Отмечу, что данное приложение можно использовать и для настройки железа устройства, на котором установлено это приложение, и для ЦАПа. В приложении очень много настроек, разумеется, есть 10-полосный кастомный эквалайзер, также есть система MSEB для настройки толщины тепла, громкости голоса, импульсной реакции и не только. Можно загружать различные плагины, настраивать работу приложения, воспроизведение музыки и подобное. Звучание. Сразу отмечу, что запаса громкости достаточно. Если говорить о разнице в звучании между подключением наушников к тому же смартфону и подключением наушников к смартфону, используя ЦАП, то она сильно заметна. Опять же, если в самом смарте нет ЦАПа. Я машу LG-шком старым, помните? И у некоторых вивовских аппаратах есть ЦАПы. Просто у всех новых нет мини-джека, поэтому вам все равно нужно будет использовать переходник. Но это лирика. Не могу сказать, что все наушники, которые я слушал, используя HiBy FC3, полностью раскрылись, но большинство из них звучали прямо отлично. Звучание детальное, чистое, хорошо сбалансированное, без различных артефактов и белого шума, передача глубины, ощущение пространства и эффект присутствия вообще не помеха. Данный свисток справляется с любыми жанрами музыки, плюс за то, что есть возможность максимально точно настроить его работу, используя фирменное приложение. К слову, за
время тестирования все наушники, которые я подключал к нему, работали без проблем. И со всеми смартами Hi-Bi FC3 работал у меня тоже без проблем. Конечно, сказать уверенно, что он работает со всеми устройствами и наушниками, я не могу, так как по отзывам у кого-то к определенным моделям смартфонов он не подключается. Я думаю, это старые модели. Отзывов много, людей, которые приобрели данное устройство, еще, наверное, больше. В основном те, кто купили Hi-Bi FC3 MQA ESS 9281 Pro за адекватный ценник, ни капли не разочарованные. Читаем отзывы. Из минусов: без VPN просто зарегистрироваться и слушать музыку MQA через приложение нельзя, опять же, учитывая, если вы живете в России. Я сторонник того, чтобы из коробки можно было спокойно достать и подключить. С другой стороны, мне кажется, сейчас почти все устройства с какими-то ограничениями. Может быть, я не прав, напишите. Но в целом, еще раз повторяю, здесь возможность сделать все есть. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, если промокоды смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Резюмирую. ЦАП Hi-Bi FC3 MQA ESS 9281 Pro — хороший компактный ЦАП. Советую его к покупке как первое устройство для прослушивания музыки в высоком разрешении. Но опять же, всем, у кого есть наушники хотя бы за $20. Если вы далеки от аудиофильства, разумеется, вам это дело не нужно. Но если у вас, еще раз повторяюсь, появилось желание ощутить, что такое микродетальность, то милости прошу, вам пора в этот мир. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Кто меня посмотрел, огромное спасибо, в 2 раза больше. Девайсу от меня, да, добра и удачи вам, дорогие друзья.